Сегодняшняя лекция посвящена эзотеризму, внутренней такой мистико-идеологической составляющей современного общества. Вернее, тех элит, которые им правят. В предыдущей лекции мы не раз говорили о том, что с точки зрения монотеизма огромный социальный организм, который охватывает всех человеческих существ, как мух в янтаре, представляет собой тагута, представляет собой механизм отчуждения, представляет собой некий второй контур рока, противоположный второму началу термодинамики. То есть можно сказать так, что человеческое существо, отдельно взятое в своей мягкой такой биологической невинности, как бы родившись на необитаемом острове, оно предстоит космосу в его бездонности, как такому холодному, вакуумному, вытягивающему инструменту, который выбирает соки, остужает и убивает все живое, потому что второе начало термодинамики стремится к выравниванию тепловых потенциалов от тепла к холоду. Это процесс остывания, процесс сгущения материи, процесс смерти, тепловой смерти. Но мы рождаемся не на необитаемом острове, мы рождаемся, сразу попадаем не в космос. Даже когда мы видим горы и звезды, это горы и звезды, пропущенные через фильтр совершенно другого сознания, которое мы получаем с момента рождения, в колыбели. Мы попадаем в некий уютный, комфортный, выстланный ватой и перьями такой объем, который защищает нас от страшного холода ледяного космоса. Мы попадаем в такое комфортное человеческое антропогенное пространство, пространство, порожденное как бы человеком и для человека. И мы не испытываем удара вакуума вокруг нас. Но так не может быть, чтобы вот этот механизм существовал посреди ледяного космоса за счет самого себя. Мюнхгаузены бывают только в фантастических историях, сами себя из болот никто не вытягивает за волосы. Существование такого уютного, комфортного пространства антропогенного, социума, в который мы рождаемся, не испытывая столкновения с реальным веществом и с реальной пустотой, которая противостоит нашей биологической трепетной природе. Вот существование такого пространства, оно должно оплачиваться. И оно вообще должно откуда-то браться. Что такое социум? С точки зрения нашей интерпретации политической теологии, одним из аспектов которых является политическая антропология и социология, социум есть коллективный иблис. Это великое существо язычников, которое существует между небом и землей, которое является агентом возгонки низших энергий от земли вверх в субтильные пласты к небу и низведение тонких энергий вниз. Великое существо, которое с точки зрения монотеистов является иблисом, а с точки зрения язычников является Богом. С точки зрения язычников это сын неба и земли, совершенное, тотальное вселенское существо, Бог, которого разные
метафизические традиции язычников называют по-разному. В индуизме Ишвара, Зевс в эллинской традиции. Но наиболее фундаментальным в этом аспекте стал зороастризм-митраизм, который распространился приблизительно около 1-2 столетий до новой эры на Западе, в Римской империи, и через распространение римской бюрократии и регионов эта доктрина стала фактически наиболее распространенной универсальной религиозно-метафизической доктриной ойкумены. Более того, некоторое время спустя эта же доктрина, имеющая иранское происхождение, попала к монголам и стала основой так называемой монгольской черной веры, которую исповедовал Чингисхан и его потомство. Митраизм как бы на востоке, митраизм на западе. Представляется допустимым предположить, что поиск на западе так называемого царства пресвитера Иоанна связан не столько, как предполагал Гумилев, с слухами, достигшими Западной Европы о том, что среди тюрок, кочевников очень много несториан-христиан, его предположение такое, сколько с общностью более глубинного субстрата, общностью митраизма, который стал мировоззрением римского государства, римской социальной организации и одновременно стал мировоззрением чингизидов. Что такое митраизм? Для того, чтобы понять ситуацию духовную на Западе, в Европе, которую мы называем христианским Западом, христианской Европой, христианским Западом с большой буквы, имея в виду еще и Соединенные Штаты, нужно описать концептуально, или, кто знает, напомнить концептуально основной митраистско-зороастрийский миф, который лежит фундаментально в основе как бы всего западного механизма силового действия. Если мы говорим слово «империя», не имея в виду при этом китайскую там, или Ашоки там. Когда мы говорим «империя», встаем, щелкаем каблуками и отдаем честь, мы имеем в виду, конечно, Рим. А Рим построен на митраизме. Что такое митраизм? Подчеркиваю, что это иранская доктрина, фундаментальная иранская доктрина, которая имеет тот же самый корень, что и индуизм, но как бы отпочковавшись, противостоит ему. Значит, существует главный бог Зарван. Он безличный. Это великое небо. Это рок, который кружится и стирает, порождает и стирает. Это стирающая вечность. Сущность самого слова Зарван обозначается как именно время. И тайный смысл этого слова тождествен тому, который есть в слове «дахр». Бедуины, согласно Корану, отказывались принять ислам, ссылаясь на лояльность дахру, то есть року времени. Они говорили: мы живем, мы умираем, и нас убивает только дахр. Дахр не просто время, дахр — это рок, представленный в его абсолютном, таком вот абсолютной характеристике необратимости, абсолютной характеристике второго начала термодинамики. Все, что есть, может быть только холоднее, только умирать. И Декарт очень хорошо, хотя и логично, так сказать, в терминах логики, описал рок в таком логическом постулате своей доктрины, своего метода очевидности. Следствие не может быть больше причины. Следствие всегда меньше причины. Но поскольку каждый следующий момент есть следствие предыдущего, каждый следующий момент всегда меньше предыдущего. Из ведра нельзя достать колодец. Ведро можно из колодца достать, наоборот, нельзя. Вот это вот движение времени, это движение рока к убыванию, стремление к
бесконечно малому. И вот это вот фундаментальное движение, но дело в том, что если ты достиг этого малого, то где-то там надо остановиться, вечное повторение равного, воспроизводство и уничтожение одного и того же. Это то, что называется по-персидски чархи фалак, колесо неба, которое кружит и стирает, кружит и стирает. Вот это зерван. Теперь под этим существует два существа. Одно светлое, другое темное. В древнем зерванизме они оба назывались богами. Бог добра и бог зла. В последующем, уже зороастрийской реформе, зороастрийцы сняли с второго темного статус бога и просто назвали его антитезным существом. Да? Это Ормузд, бог света, и Ариман. Ариман – это, собственно говоря, дьявол или бес, который является хозяином мира полной тьмы, абсолютной тьмы. Первоначально они оба были как бы порождениями Зарвана. Но потом в зороастризме с реформой, потому что древний зарванизм был доктриной бесконтрольно только мугов, то есть то, откуда слово маги, жрецов, древнейших иранских жрецов. А потом зороастризм немножко поправил с коррекцией в сторону монархии, в сторону аристократии, в сторону кшатрийского принципа. То есть это была такая зороастрийская, кшатрийская подвижка в этой доктрине. Отсюда вот такой вот равноправный дуализм добра и зла, характерный для жречества, он был устранен в пользу вот такое выстраивания вертикали добро над злом. Зло было лишено статуса равного происхождения от Зарвана. И Ормузд – это бог света, который является вместе с тем ослепительным солнечным существом, сияющим существом, существом небесным. Напомню вам, что Люцифер – это именно светоносец, русское слово «денница». То есть под Люцифером, под денницей имеется в виду именно религиозный образ и интеллектуальная интуиция, связанная с Ормуздом. Кстати говоря, дьявол означает в прямом переводе уменьшительное от латинского «deus» – дьявол. Diabolos означает маленький бог, божок. И это можно понимать двояко. Это можно понимать как нечто уничижительное, божок, идол и так далее, а можно понимать как сын Зарвана. Да? Сын Зарвана, то есть Diabolos – это вторая сыновняя ипостась Рока. В митраизме Зарван просто называется Бог-Отец. Ормузд – Бог-Сын. А есть еще Бог-Дух Святой. В митраизме он называется Спаситель. Вебхисхаосани – это третья ипостась, которая изображается в виде голубя, в виде белого такого голубя или огня нисходящего. Иногда это красный орел, когда это ипостась хварено, в форме хварено, то есть благодати, спускающейся на царя. Красный орел осеняет монарха и дает ему статус харизмы. То есть хварено и харизма, греческая харизма, это одно и то же. Есть еще мать богов, то есть мать бога Ормузда, Анахита. Вот такое святое семейство. Значит, Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой и мать бога Анахита. Что происходит? Хозяин черного мира, мира тьмы, Андроманьо или Ариман, совершает атаку на мир света вверху и похищает свет. Похищает не весь свет, конечно, часть света, много света он похищает и уносит вниз, в нижний мир, что приводит к порождению некой реальности в этом абсолютно сплошном черном мире мрака. Это дестабилизация, это чудовищный конфликт, потому что эта реальность возникает в отчуждении от своей подлинной природы, от корней, от родины, от небесной световой, так сказать, субстанции.
возникает во внешних сумерках, возникает в сфере, где ничего не должно существовать, благодаря похищенному свету. И Ормузд берет на себя миссию спасти этот свет. Он посылается вниз для спасения света. Он не сходит вниз, но он попадает нам в ловушку. И вместо того, чтобы спасти свет, он сам становится прикованным и распятым на дне мирового рва. И вот, когда он оказывается распятым на дне мирового рва, он возносит клич, он издает страшный крик, который пронизывает все миры и все пласты, которые возносятся вверх, обращенный к Богу Отцу, к Зарвану. Но Бог Отец не может сам вмешиваться, потому что Он над всем. Он запределен. И поэтому Он посылает Бога Святого Духа, Спасителя, который спускается вниз в мир тьмы, освобождает Ормузда, снимает его, и они вместе, взяв свет, большую часть света, похищенного, спасают его и в этом свете возносятся вверх на свою небесную родину. Но немножко света остается. Они не весь свет забрали. Крупицы света продолжают пребывать в темном царстве, и они находятся в людях. Вот почему, собственно говоря, темное царство, где мы, как вы поняли, пребываем, потому что с точки зрения зарванизма, зороастризма, митраизма, мы как раз вот пребываем именно в этом темном царстве, по отношению к которому была проведена эта световая операция. Мы являемся в какой-то мере носителями этих световых частиц, поэтому мы и существуем. Еще частицы света существуют в растительности, в деревьях. Интересным образом предвосхищает понимание фотоэлементов и вообще солнечной природы хлорофилла. То есть, поскольку без светового воздействия зелень и вообще биологический цикл веществ в природе невозможен. Это как бы уже таким явным образом дано в зарванизме. И, конечно, задача тех вот людей света, которые еще остаются в этом темном царстве, бороться за то, чтобы вернуть этот свет до конца наверх. То есть полностью извлечь и спасти свет и вернуть его на его небесную родину. Такова доктрина зарванизма, митраизма. Митра – это просто ипостась Ормузда, одно из проявлений Ормузда. Вот, так сказать, есть еще манихейская доктрина. Манихейство – это некое объединение митраизма с христианством. То есть оно, сохранив весь этот концепт, вводит туда, обратите внимание, очень внимательно слушайте, манихейство вводит еще имя Иисуса Христа, помимо Митры, как второе проявление, еще одно проявление Ормузда. Теперь вы понимаете, что вот описанный концепт, это концепт, который описывает как бы теологическую, концептуально-теологическую сторону известного нам исторического христианства, и при этом, конечно, совершенно ничего общего не имеет с реальным библейским Христом, иудеем, Иешуа, который был послан Богом пророков, который является пророком и действует в этом пророческом цикле, который сказал, что он пришел не для того, чтобы празднить закон Торы, а подтвердить его и так далее. То есть Христос, которого мы знаем через Запад, и Христос, который является Масих, Мессия, который пришел в Палестину, это ничего общего с собой не имеющие реальности. Один является реальным пророком, исторически и физически существовавшим на земле, другой является неким мифоконцептом, выражающим фундаментальную идею язычества об архетипическом существе света, который моделирует и аналогом, ну и является, так сказать, прототипом, аналогом всех остальных живущих существ. Кстати говоря, зороастризм оказывал сильнейшее влияние через Вавилон, также и на все остальные народы, и ему так или иначе надо было как-то возражать и отвечать задолго до Рима. Поэтому, собственно говоря, очень много моментов внутреннего
спора, внутреннего диалога с именно вот этим дуализмом добра и зла, дуализмом, порожденным вот этим вот взорванным роком. Очень много спора с этим присутствует в монотеистической традиции. Дело в том, что дуализм, как доктрина, противостоящая в определенной мере пантеизму, глобальному пантеизму первозданного язычества, это доктрина экспансионистская. Почему она, собственно говоря, победила в Риме и стала основой римской имперской экспансии, имперской внешней политики? Дело в том, что пантеистические доктрины, доктрины первозданного чистого язычества, они не порождают системной агрессии и не порождают попыток объединить мир или видимую часть мира под единым управлением, под единым законом, под единым крылом. Ну, например, индуизм совершенно явно не породил экспансионистских проявлений. Буддизм, как бы это варенье в своем цивилизационном соку, да, была империя Ашоки, были войны, но посмотрите на буддийские государства, сильнейшие из них. В 1500 году Япония насчитывала 20 миллионов человек, которые имели огнестрельное оружие, класс самураев, владевших холодным оружием, техникой битвы, несравнимо превосходящей все, что знал на 1500 год Запад. Там были каботажные суда, галеры, которые плавали на веслах, довольно далеко могли отходить, но плавали вдоль берега, в основном такая вдольбереговая перевозка. Была великолепная организация, бюрократия, была стратегия, были организованы четкие полки и так далее. Да? Вместо этого, Япония вместо того, чтобы завоевать весь мир, всю Европу, в которой было столько же населения тогда, сколько в Японии. 20 миллионов в Европе 1500 года, 20 миллионов в Японии. Или там Китай завоевать, что бы то ни было. Япония вместо этого занималась выяснением внутренних проблем, решала, кому быть сёгуном, до тех пор, пока там Токугава не воцарился. После этого там стагнация на 300 лет сразу. То же самое Китай. Мы видим, что Китай страшно воевал всю дорогу. Эти имплазивные войны гражданские, так сказать, где он был там 2000 лет назад, там же он и сейчас. То есть Великая Китайская стена, она где-то, конечно, внутри по китайской территории проходит, но небольшая разница. Посмотрим на то, что происходило в других монистических цивилизациях. То есть ацтеки, инки, первозданное язычество, пантеистическое, которое поклоняется тотально абсолюту, оно не порождает никаких импульсов, таких далеко идущих. Но зато с появлением иранского дуализма начинается страшная агрессия, экспансионизм. Конечно, первым экспансионистом стал Иран, древний Иран, потому что Кир и Дарий немедленно стали осуществлять походы на запад, на восток, туда-сюда. На свою голову они принесли свой дуализм в Европу, и уже Александр Македонский в значительной мере дуалист, поскольку наследник Аристотеля идеологический, а дуализм предполагает этику, предполагает некую тенденцию к тому, что должно, он уже, так сказать, ответил иранским товарищам не хуже, в той же монете, и очень скоро появляется Римская империя, которая интегрирует все, так сказать, моменты дуализма в своей единой имперской системе, едином имперском мировоззрении. И с этим мы имеем дело до сих пор. То есть сегодня мы имеем дело с митраизмом, который может рядиться в разные одежды. Он может называться фундаментальным протестантским христианством Буша, он может называться национал-социализмом, он может называться идеологией бремени белого человека Киплинга, которая превалировала в Британской империи, католицизмом может называться, как угодно он может называться, но это все является описанным митраизмом. То есть это концепт светового бога, солнечного божества,
который является порождением рока, который спасает свет и который ведет борьбу против мира внешней тьмы, из которой нужно спасти отпавшие световые частицы. Вот это вот фундаментально. Теперь смотрите интересно дальше. Вот этот вот митраистский концепт Рима объединяется с вавилонским культом золота. Каким образом? А культ золота, который связан с культом Ваала и Молоха, то есть, опять же, теми же посредствующими существами, которые имеют отношение к року, к уничтожению и так далее, и умилостивление которых происходит путем вбрасывания в огненное жерло Молоха детей, то есть отдачи непосредственно энергетически самого драгоценного, для того, чтобы компенсировать страшную силу рока уничтожающего. Здесь существует культ золота как культ негативного аспекта света. Что такое золото в традиционном мировосприятии? Это плененный землей свет солнца. Металлизированный свет солнца. Золото есть аналог солнца внизу. Что такое аналог солнца внизу с точки зрения чистого митраизма? Это плененный Ариманом свет. Он пленен Ариманом и помещен в мир мрака. Вот оно, золото, это свет солнца, помещенный внутрь земли. Но он сохраняет там качество солнца, то есть он неуязвим для времени, не стареет, не окисляется, вот, редок, бесценен и так далее. Но он как бы ковок, гибок, принимает любую форму, кипит при температуре 1054 градуса. Таким образом, это минерал, в котором оптимально воплощается принцип света, приобретшего вещественную физическую форму и как бы являющимся антиподом и таким негативным полюсом к своему источнику. Потому что традиционно, вот в алхимии считается, что минералы, соответствующие своим планетам, то есть световым излучением своих планет, представляют собой негативный полюс к этим планетам. Это как бы то, что называется l'influence maléfique, то есть зловредное влияние планет, которое концентрируется в виде минерала. Теперь, что такое свет, попавший в Землю или в мир мрака, и что такое негативный аспект света в виде золота, как необходимость это золото трансформировать и преобразить, то есть вернуть его к своему источнику. Этим и занимается коллегия жрецов, духовный институт, известный нам под общим названием церковь, не только христианская, мы знаем, что говорится и о буддийской церкви и так далее, который переводит видимое золото в невидимое. Видимое золото, которое является зловредным, негативным аспектом света, переводится в невидимое золото, то есть непосредственно возвращается в субстанциональный небесный мир, мир субтильной субстанции, в которой он как бы соединяется со своими подлинными корнями. Теперь, если мы поймем, каким образом вавилонский культ золота, связанный с ростовщичеством и спекуляцией, соединяется с митраизмом, как таким самопредставлением и самодоктриной бюрократической империи, военно-бюрократической империи, мы поймем тайну и сущность современного Запада, в котором империализм и финансово-спекулятивный капитализм образуют два сакральных крыла, представленных нам как в профанической форме, как там государственную бюрократию, власть, силовые структуры с одной стороны, а с другой стороны транснациональные корпорации, финансовый капитал и так далее, как они соединяются вместе вот в такую монолитную систему. В современном человечестве, представленном его западной, наиболее продвинутой по этому пути форме, не все человечество, не каждый встреченный нами американец или француз имеет прямое отношение к Люциферу в общественном смысле. Только элита, только высшая элита, которая на самом деле
иногда своей маленькой частью появляется в светской хронике на страницах желтых газет, а вообще-то в подавляющем большинстве она не маячит ни на экранах телевизоров, наоборот, они бегут от всего этого. Есть институт папарацци, который за ними пытается там бегать где-то, подсматривать, но эта элита очень хорошо поставила между собой и папарацци заслон в виде актеров и спортсменов, которых достаточно много и которые более понятны. Поэтому усилия 99% папарацци расходуются на то, чтобы щелкнуть какую-нибудь фотомодель или последнего там чемпиона, и поэтому большинство реальных представителей элиты, они как бы избегают излишнего такого повышенного внимания. Вообще они стараются быть в тени. А если они и появляются из тени, то только в виде таких благотворителей, в виде основателей разных гуманитарных фондов, для того, чтобы гладить по головке детей, там, лечить увечных, спасать акул, дельфинов, нуждающихся в экологической защите, покровительствовать зеленым и так далее. Вот эти люди, которые представляют всегда полное добро, чистое добро и благо, потому что они служители Ормузда, а Ормузд говорит только языком блага, призыва к хорошему и так далее, потому что это свет. Это красота, свет, эстетика и прочее. Вот эти люди, они и являются его воплощением. Точнее, не столько воплощением, сколько передатчиком импульсов от этого концепта на социум, который есть не что иное, как механизм отчуждения энергетических соков из человека и трансляция этого по каналам социальной пирамиды наверх, для того, чтобы выплатить дань великому существу, для того, чтобы оно компенсировало расходы на поддержание жизни человечества в холодном враждебном космосе. То есть общество – это такой своеобразный пылесос, который вытягивает из нас энергетическим насосом самые последние сокровенные соки экзистенциальные. Прежде всего в виде тайны и смысла нашего времени. Того времени, которое мы очень кратко, в течение краткого периода должны провести на этой земле, и смысл которого нам должен быть открыт в оптимале. То есть мы должны выйти на этот смысл. Мы должны выйти на этот смысл, почему мы существуем вот это краткое время, которое резко ограничено нашей смертью. Постичь этот смысл. Но этот смысл общество всегда отнимает. Самое поразительное, что Маркс в своих философско-экономических рукописях 1944 года, написанных на французском языке в Париже, пишет о том, что отчуждение возможно потому, что в первую очередь отчуждается у человека смысл его как именно человека вообще. И превращение предметов в стоимость, то есть их квантизация, околичествование, возможно потому, что в результате отчуждения смысла в сознании каждого человека он сам понимает себя как социальную функцию, и социальная функция господствует над человеком. Мы говорили об этом как-то в одной из предыдущих лекций, что с самого начала, когда ребенок еще собирается, становится мыслящим, взрослеющим существом, он всегда понимает свое будущее как реализацию некой функции. Кем ты хочешь быть? Я хочу быть пожарником, летчиком и так далее, и так далее. И что самое удивительное, что ему 7 лет он хочет там быть кем-то, но ему 18 лет он тоже хочет быть кем-то, и он идет в институт, чтобы кем-то быть. И вообще он понимает себя именно как такую функцию. Социальная функция у 90% населения жестко забивает их человеческую сущность. Благодаря чему возможны, это все пишет Маркс, в замечательной рукописи, от принципов которой он позднее, к сожалению, немного отошел. Эта рукопись была забыта, а потом найдена много лет спустя и послужила импульсом к идеологической основе еврокоммунизма, так негативно воспринятого советской Москвой в свое время. Но это маленькое отступление. Так вот, Маркс пишет, что благодаря этому отчуждению, этому господству функций над человеком, возможны извращенно-мифологические отношения в человеческом обществе, когда предметы сводятся к их стоимости и уравниваются между собой в количественном отношении, которое снимает их подлинную сущность. Это понятно, мы об этом еще будем говорить. Это тем более удивительно, что
подчеркивает теологическую сущность марксизма. То есть подчеркивает, что у марксизма на самом деле являются религиозные ноги, корни, что это на самом деле закамуфлированная под научность, в кавычках, такая вполне религиозная идеология, просто в которой проведены такие вот операции по выкорчевыванию и вырезанию определенных фундаментальных понятий. Ну и ряд вещей там просто перевернуты по отношению к религиозному взгляду. Но, тем не менее, вот происхождение у этого у марксизма теологическое. Так вот, возвращаясь к обществу. Общество – это такой вот механизм по высасыванию соков и энергии. И вы помните, что Молоху платят детьми. То есть для того, чтобы установить баланс между социумом и дахром или зарваном, между, точнее, антропогенной вселенной, которая комфортно позволяет существовать, и дахром, который стирает, который убивает. Для этого вавилоняне, карфагеняне, они приходили к медному Молоху и бросали туда детей в экстазе. То есть самое дорогое, первенцев надо было бросить. Эти соки социум продолжает платить и сегодня, но не в такой, видимо, ритуальной форме. Хотя дети убиваются в огромном количестве, проводятся непрерывно по всему миру спецоперации, они идут в Ираке, в Афганистане, на Кавказе. И я считаю, что это тоже форма платы Молоху. Хотя эти формы и отчисления стали многообразными и, так сказать, проходят на всех уровнях. Они проходят в офисах, они проходят на биржах, они проходят в фитнес-клубах и так далее. Но как бы дело не в этом. Дело в том, что общество подчиняется очень небольшой компактной группе людей, которую мы для удобства назовем клуб. Мы имеем в виду, что это традиционная наследственная знать, которая включает в себя определенные финансовые дома, определенные такие буржуазные, очень традиционные, очень старые, высокие дома высокого, так сказать, высокой буржуазии. Но в основном это наследники старых аристократических фамилий. Подчеркиваю, аристократических. Потому что старое дворянство, дворянство средневековое, дворянство, связанное с кшатрийским принципом, дворянство меча, оно давно уничтожено. От него не осталось и следа. Оно перемолото, оно превратилось в люмпинов, оно растворилось в социальной стихии. А вот в период абсолютизма, когда поднялись абсолютистские такие вот постфеодальные монархии, типа Людовика XVI, XIV, да, типа австро-венгерской монархии, типа викторианской Англии, ну вообще Англии, не только викторианской, Англии Джеймса, Англии после Кромвеля. Вот в этот период ряд институционализированных аристократических домов, близких к престолу, он как бы оторвался от среды, от общества, от корней, от дворянства и ушел в некий специальный клуб. После казни Карла I коллегия жрецов мировая, которая курирует исторический процесс, поставила перед собой вопрос, каким образом проводить фундаментальные трансформации в истории, избегая потрясений и эмансипировавшись от прямой ответственности, то есть жрецы всегда стремились снять с себя прямую ответственность и отстраниться, положить между собой и обществом дистанцию, встать за ширму. Каким образом создать такое передаточное звено, которое не боится коррозии. И они решили создать то, что называется клуб. Вот это вот аристократический, так сказать, знатный такой организм человеческий, который включает в себя элементы, высшие преуспевшие элементы разных сословий, но вообще представляет собой вот такую вот базу высшего дворянства, уже освободившегося от принципа меча, от принципа, связанного с кшатрийской волей к власти, к смерти и так далее. В этом аристократическом клубе доминирует только одна цель – воля к существованию,
воля к преемственности, к гомеостазису, к тому, чтобы быть и господствовать, к тому, чтобы золото никогда не подлежало тлену, никогда, так сказать, на нем не появлялись зеленоватые потеки, к тому, чтобы дети и внуки были похожи на отцов и занимали то же социальное положение. А какое тоже социальное положение? Абсолютно независящее от потрясений, революций и войн. Они должны быть над схваткой, над законом, над всем. Вот это истинный смысл клуба. И клуб является на самом деле рычагом управления социальным человеческим фактором в руках жречества. Потому что члены клуба – это люди, которые исповедуют Ар-Музда в разных формах, и все имеют эзотерических учителей, шейхов, гуру, причем, как правило, каждый из членов клуба имеет гуру из разных конфессий. Я люблю это повторять пример. Принц Чарльз, который является одним из ярчайших представителей клуба с большой буквы, он имеет суфийских учителей, шейхов, которые дают ему уроки суфизма. Он ездит на Афон в Грецию, и там под руководством старцев предается медитации и сихастической молчаливой молитве в келье. Вот. Он с Далай-ламой находится в контакте. Если говорить о Буше, например, Буш это, правда, не представитель клуба, старший Буш, во всяком случае, это как пример, потому что я думаю, что старший Буш здесь, задрав штаны, бежит за клубом. Тот Буш, который объявил войну в 90-м году, бурю в пустыне, он как бы гордился дружбой с Агаханом, с одной стороны. С другой стороны, он тоже выходит на Далай-ламу. Но при этом он является сам еще и фундаменталистом-баптистом. Это немножко другой казус. Обычно клуб – это люди, которые не включают в себя американцев, а если и включают каких-то отдельных американцев, то это американцы, принадлежащие к демократам, к южанам и при этом к очень старым деньгам, связанным с Мейфлауэром. Но таких очень немного. На самом деле клуб включает в себя знать, прежде всего, британскую, континентально-европейскую, а с 1860 года и азиатскую, то есть индийских раджей, определенные династии Ближнего Востока, японскую династию после революции Мэйдзи, такая вот гребница. И представители этой гребницы сидят в советах транснациональных корпораций, которые являются самым могущественным учреждением сегодняшнего дня, потому что транснациональная корпорация намного могущественнее национального государства, и даже такого, как Соединенные Штаты. Что такое транснациональная корпорация? Это страшный спрут, сложный, многоярусный, который имеет фасад, бренд, чем она занимается, допустим, лесом или нефтью она занимается. Она, во-первых, не зависит от границ, она не зависит от законов, потому что она существует в разных государствах, коррумпирует бюрократию национальных государств, освобождает себя. Мы видим это в России, как происходит, не говоря уже там о странах третьего мира, освобождает себя от зависимости тем или иным законом и так далее. Она связана с мафиями, потому что транснациональная корпорация – это система отмывания огромных потоков черного нала и вообще нелегальных финансовых потоков. А мафия – это не только проституция, азартные игры, оружие и наркотрафик. Это вылов рыбы в океане, это вырубка лесов, это производство лекарств по всему миру, монополия на лекарства. Это монополия на медицинские услуги. Это бесчисленное количество тех занятий, которые составляют, кровеносную систему жизнеподдержания. Да, вот, допустим, уборка мусора, вывоз мусора. Вы знаете, что такая вещь, как уборка городов и вывоз мусора, находится в руках мафии. И попытка убрать этот мусор самому, или, например, человек приходит в голову, дай-ка я построю заводик по переработке мусора. Прибыльное дело. Вот только он начнет это дело строить, ему башку тут же прострелят, отшибут и все. Сначала просто скажут, не делай это.
Если есть деньги, потрать на что-нибудь хорошее. Там, в теремок сходи, блинов поешь. Вот Брынцалов хотел производить с своим Феррайном у нас инсулин российский. Так его пугнули, что он на 3 года залег, его слышно не было. Потому что инсулин производят 5 транснациональных корпораций в мире. Тот инсулин, который производится в России, производится транснациональной корпорацией, штаб-квартира которой находится в Осло. Только у нее одной по инсулину 15-миллиардный оборот. 15 миллиардов долларов годовой оборот. Есть 3000 транснациональных корпораций, из них 50 грандов. С оборотом более 10 миллиардов долларов в год. Что такое 10 миллиардов долларов в год, при том, что на этом обороте не лежит ни ответственность за образование, население, армию, инфраструктуру, министерство и так далее. 10 миллиардов долларов в год – это примерно то же, что бюджет такого государства, как Франция, в несколько сот миллиардов. Потому что каждый доллар в руках транснациональной корпорации весит столько же, сколько там 200-300 долларов в руках чиновничества государственного. Поэтому я и говорю, что транснациональные корпорации – это сильнейшее образование современного мира. Они все связаны с собой, как сообщающиеся сосуды. А кто сидит в советах транснациональных корпораций, в советах директоров транснациональных корпораций, сидят люди с титулами. Это князья, это герцоги, это родственники династий. А все династии, которые были свергнуты в свое время, они никуда не делись. Да, они сошли с трона, но Савойская династия итальянская прекрасно себе существует. И она существует не в вакууме. Она по-прежнему владеет контрольными пакетами в транснациональных корпорациях. Она вхожа в самые высокие эшелоны во все клубы, во все системы и так далее. То же касается Карагеоргиевича Югославии, то же касается Гогенцоллернов, изгнанных черными полковниками из Греции и так далее. Всего в Европе более 30 династий. Несколько тысяч, а может быть более десятков тысяч людей, которые к ним причастны так или иначе. Это огромный клуб. Этот клуб является механизмом, не зависящим ни от каких потрясений. И им не нужна юридическая собственность. Не нужна юридическая собственность по той причине, что достаточно пальцем пошевелить и сказать, что им что-то нужно, и им по каналам транснациональных корпораций фонды международные принесут столько, сколько необходимо. Теперь я немножко объясню, как действует эта система в современном политическом пространстве. Современное политическое пространство устроено таким образом, что у него есть как бы 2 вершины или 2 направления. Вот все мы знаем, что есть политики, а есть чиновники. Но мы мало задумываемся над этим фактом. Что это такое? Политики вроде как выборные, а чиновники вроде как назначаются. Но у нас в России немножко смешанное об этом представление. То есть вот выбрали там депутата, а потом раз ему предложили стать министром. Он пошел на министра, перестал быть политиком, стал чиновником. Это потому, что у нас особая страна. У нас как бы все можно, все переливается, как бы все так немножечко размыто. А вот вообще это все в Европе не так. Там министр не чиновник, там министр политик. Партия побеждает на выборах, ее представитель приходит на министерский пост как политический куратор от партии по данному блоку вопросов, данному направлению, представленному министерством. А вот в министерстве сидят чиновники, которые занимаются темой. Они тему ведут, они там все делают, что нужно. А на них садится политик, который вообще нифига не знает об образовании, если речь идет об образовании, медицины. Вот кто видел, чтобы профессионал приходил на министерский пост в Европе, в Германии, во Франции, где угодно. Приходят политики. Их задача курировать блок вопросов по направлению от партии. А там сидят чиновники. И чиновники – это огромная сила. То есть вот есть ротируемый слой политики, да, которые приходят, сменяются. А есть несменяемый слой, который занимается курированием проблемы. Они знают процедуру, они знают преемственность внутри темы, они ведут счет и учет. Это такая гребница, она безлична.
Политик всегда является лицом, за него голосуют, это имидж. Это некий, так сказать, культ личности. А чиновник – это серая мышь, он невнятен, он представитель класса, он корпоративен. Так вот, в современном обществе идет борьба между политиками и чиновниками. Есть корпорация чиновничества, есть корпорация политиков. Политики, вы, наверное, не раз слышали, допустим, что вот на некоего политика, секретаря партии, там какой-нибудь РСПГ, наехали в связи с взятками, получаемыми на выборах. То есть он к выборам взял у какой-нибудь корпорации, у какой-нибудь транснациональной, там, или у фонда какого-нибудь, взял какие-то не те деньги. И вот на него наезжают. И такой скандал. Он там уходит в отставку, партия отрекается, на следующие выборы она не проходит. Или же, например, наоборот, разоблачение чиновника, который брал взятки, или же был агентом чужой спецслужбы. На самом деле все эти скандалы есть отголосок подковерной борьбы двух главных корпораций – чиновничества и политиков. А обе эти корпорации замкнуты на клуб и являются инструментами клубной политики. Теперь посмотрим, откуда и что такое политики, и что такое чиновники. Политики являются представителями вот того самого общества, о котором мы говорим, как социальный механизм по изыманию и отчуждению от нас смысла, внутреннего ресурса, энергии экзистенциальных, которые преображаются в наше рабочее время, частное время, семейное время, преображается в прибавочный продукт, в деньги и так далее, и платится, року. Вот это общество, его любят называть почему-то гражданским. Хотя на самом деле, какое оно гражданское общество? Его любят называть гражданским, цивильным обществом, и эти политики, они представляют его, они являются агентами, которые берут снизу и возгоняют наверх. Если вы внимательно следили за деятельностью политиков, то вы обращаете внимание на то, что они все гребут от нас. Мы за них голосуем, они с нами сообщаются, тянут нас на разные инициативы. Политик – это некий внутренний мобилизационный агент, который все время нас мобилизует, к чему-то зовет, программирует, строит, то есть заставляет нас видеть смыслы. Такой концептуалист. Идеи вбрасывать. Главное, мы должны ходить, голосовать, отстегивать бабки на какие-то фонды, которые он создает, политические и так далее. Политик туда идет, снизу вверх. Он наши грубые энергии преобразует в субтильные, туда, наверх. А чиновник представляет собой коллективное это великое существо, но не в его, как политик, таком скрыто-метафизическом, а в его нижнем таком фараоновском, проявленном измерении. Чиновник – это тело такого коллективного фараона, это представительство великого существа на земле. Он гонит то, что представляется субтильными энергиями, вниз, на нас. В виде чего? В виде закона, в виде процедуры, в виде приказа, в виде информации, в виде образования, на худой конец, в крайнем случае. Информация. Справка, распоряжение, указ, телеканалы. Четвертая власть – это не политики. Четвертая власть строится и определяется чиновничеством. А политики туда только заходят, что называется, почесать за ухом, почесать репу в камере, в телекамере. Это все чиновничество. Поток информации, поток структурирования. А что вы думали, что такое субтильные влияния, исходящие сверху на землю? Это поток структурирования, это поток информационных формообразующих сигналов. Площадка, на которой встречаются политики и чиновники, это закон. Поэтому существует специальный класс адвокатуры,
класс юрократии, который является промежуточным и общим, потому что юрист, он идет либо в чиновники, либо в политики. У каждого политика, если мы там ткнем его палкой, оказывается юридическое образование. Но и у многих чиновников юридическое образование. А главный чиновник – это прокурор, потому что он может наехать как на обычного чиновника, так и на политика. Так сказать, начать исследовать его эти дела. Но юрократия, закон, основаны на импульсах и сигналах, не вот, допустим, тех, которые там говорят политики, я выдвигаю новую национальную идею. Мы должны освободить от налогов все наукоемкие предприятия, допустим, да? Какие-то такие бредовые идеи вбрасывают, концепты. Такие бредовые идеи не являются стратегическими. Стратегические идеи зреют в клубе, где сидят люди, освобожденные от бренных забот, у которых есть гуру, у которых есть устазы, у которых есть учителя, посвященные учителя разных конфессий, которые говорят им о смыслах, о как бы вечном, о том, что является императивом, о том, что является сверхзадачей в таком, космогоническом, космологическом смысле, как бы в смысле строительства абсолютного человека. В этом клубе пережевывается, назовем этот клуб в этом аспекте ложей. Ложа – это передаточный пункт от церкви, в высшем смысле, таком не христианском, а как бы таком экуменическом. От церкви к клубу передаточным пунктом является ложа. Вот в этой ложе вызревают проекты пути человечества. А потом эти проекты преобразуются в политтехнологии, которые доводятся политикам и чиновникам. И политиков и чиновников стравливают между собой. А проектом является ближайшим создание информационного общества. Что это означает? Информационное общество – это общество, в котором, во-первых, 5 миллиардов незолотых будут сброшены с дирижабля, потому что они не способны строиться под потоком информации. Это первое. Второе. Золотой миллиард будет поднят на новый уровень эксплуатации. Они будут включены в качестве терминалов в информационную систему, где они будут вырабатывать виртуальный количественный продукт, участвуя в интерактивной обратной связи с информационными потоками. Третье. Поскольку информационный поток будет идти непрерывно из некоего источника X, то это стратегическая победа чиновничества. Стратегическая победа чиновничества, потому что побеждает принцип сведения субтильных элементов вниз, или точнее отсекания низовых элементов от тех субтильных, которые есть в обществе. То есть информационный поток становится доминирующим. А встречного потока наверх просто 5 миллиардов, которые будут сброшены, но они уже не соответствуют новым требованиям ограбления, новым требованиям отчуждения. От современного индуса, араба, бразильца, колумбийца, мексиканца нельзя получить столько, сколько нужно. Он не может сесть за терминал и превратиться в придаток к компьютеру в интерактивной игре, в которой высасывается все его содержимое. Он слишком натуральный человек, он не трансформирован, он не прошел обработку офисом, он не стал средним классом современного мегаполиса. Вот средний класс современного мегаполиса, его можно подвинуть на новую ступень эксплуатации. А остальные, они превращаются в затратный балласт, они будут сброшены, их будут давить. Поэтому чиновники в гонке между политиком и чиновничеством выигрывают в ближайшей перспективе. Но ведь политики, они совсем недавно появились. Политики появились после краха абсолютизма, всего 200 лет назад. Они, так сказать, поднялись буквально вот на волне кризиса абсолютной социальной пирамиды. Но они туда и уйдут. И чувствуя, что они туда уйдут, политики сегодня начинают очень нервно бегать
и говорить разные вещи вплоть до прав человека, потому что у них где-то брешет подозрение, что если они будут сброшены как институт, то, наверное, они окажутся где-то вместе с 5 миллиардами невостребованных великим золотым мегаполисом. Это вкратце о неких перспективах развития. А вот что касается еще третьего компонента, кроме, я имею в виду, что клуб стоит в центре, у него есть два компонента – политики и чиновники на сегодня. Третьим компонентом оказывается собственность. Собственность в сегодняшней форме существует очень интересно. Она существует в качестве чистого количества. Что это значит? Вот если мы возьмем любой предмет, допустим, гамбургер. Гамбургер в Макдональдсе. Очень хороший пример, потому что гамбургер можно съесть и насытиться. Это его потребительская часть. Часть, которая может реально сыграть некую роль в обмене веществ, поддержать человека. Вот эта часть в том, что такое гамбургер, является абсолютно незначительной. Вот такой. Если нарисовать график, где потребительский аспект вещи, и там все остальные выражены цветами, до 100, да, то это где-то вот маленький такой столбик. Потребительская часть, вложенная в гамбургер. Гораздо больше это информация о гамбургере, как о национальной американской еде, которая стала глобальной, распространилась по миру. Это целая система мифов, ассоциаций, в том числе и глобалистская борьба с гамбургером, и критика гамбургеров, да. Когда человек приходит съесть гамбургер, он ест не маленькую котлетку между двумя дольками хлеба, он ест колоссальный мифоконцепт, обросший массой легенд, ситуаций и так далее. Это все информационный момент, и он трансформируется в бабки, потому что этот гамбургер стоит не столько, сколько должна стоить маленькая котлетка, а столько, сколько стоит миф. Но есть еще больший момент над этим. Это акции Макдональдса, которые связаны с этим мифом, и игра с которыми создает колоссальный финансовый поток. Этот финансовый поток поддерживается биржевыми зайцами, маклерами, корпоративными игроками, которые действуют через своих агентов. И, собственно говоря, собственника-то нету. Потому что если ты купил акцию, то ты ее купил для того, чтобы продать. Ты получил вроде бы разницу себе в карман. Дурачок, ты не получил разницу себе в карман. Ты получил себе, как бы соединенное с тобой, как некой точкой, неким штришком, определенное количество, которое через тебя проходит, как через там терминал, для того, чтобы идти дальше вот в этом потоке. А самое главное, не то, через кого проходят эти количества. Потому что потребительская часть, больше 100 гамбургеров все равно не съешь, даже на спор. А потребительская часть вообще ничто. А как ты можешь удовлетвориться даже в своем тщеславии от того, что через тебя, как фишку или как там карту кредитную, проходит некий количественный поток, который вырезается из разницы, на твоих спекуляциях. То есть это тоже фикция. А на самом деле самое главное – это курирование этих количественных потоков. Поэтому предметный мир трансформируется в информацию, которая трансформируется в чистое количество, управление которым есть власть по переводу этого виртуального золота, потому что сегодня золото стало бумажными деньгами, бумажные деньги стали электронными деньгами, а электронные деньги превратились в биты информации. А биты информации, управляемые клубом, есть не что иное, как наиболее рафинированная форма возврата видимого золота в его невидимую проекцию, то есть изъятие золота из мира тьмы и возврата его в мир солнца, в мир Ормузда. Это оккультная операция, и сегодняшняя экономика является постоянным оккультным эзотерическим действом, в котором воплощается сила и мощь коллективной церкви Ормузда, церкви Люцифера.
которая управляет современным человечеством, современным ходом истории. Поэтому для того, чтобы усилить это отчуждение, усилить этот поток, навсегда закрепить абсолютную власть клуба и посредников между клубом и Ормуздом жречества, сегодня будут проводиться колоссальные преобразования, отказ от демократии, сбрасывание вниз с корабля современности 4/5 человечества. Вот в этом потоке финансовом, это же воздух, нет реальных ценностей, которые можно было бы вложить, допустим, в чисто эгоистическое доразвитие этих 5 миллиардов до статуса парижского или вашингтонского яппи с атташе-кейсом, идущим там, едущим на своей машине там, в офис и так далее, чтобы с него снять необходимые пенки. Можно было бы поднять этих индусов, малайцев, китайцев до этого статуса. Денег нет. Вот в Советском Союзе в 1917 году были вложены гигантские средства, к 1940 году получили трансформированное население, 150 миллионов людей, которые работали на заводах, демонстрировали, занимались спортом, ходили с флагами, манифестации, месткомы, паркомы, правкомы. Вся страна была структурирована. Вместо, так сказать, лесных бородатых таких товарищей, которые пахали сахой, индустриальное общество возникло. Для того, чтобы за 20 лет это сделать, были гигантские средства израсходованы. Все зерно, все алмазы, весь Рембрандт, все было на это пущено. Сделали сверхдержаву. Но сейчас, чтобы сделать 5 миллиардов, такой же прыжок сделать, нет таких средств. Да и некогда, потому что кризис не за горами. Поэтому их всех будут сбрасывать. Сбрасывать вместе с политиками, а те, кто будут восставать, тех будут мочить из лазеров, из атомных пушек, летающие тарелки, которые пригласят эти клубные товарищи. Поэтому вы понимаете, в чем смысл сегодняшней битвы между слугами Ормузда и современным исламом, монотеистической доктриной, которая единственная противостоит страшному накату этой колесницы, имперскому накату двойственности, идущему со времен Римской империи, и готовым сегодня построить глобальную империю, чтобы задушить человеческую историю в своих стальных, или лучше сказать, золотых объятиях. Вот над этим стоит подумать. Спасибо. Задавайте вопросы. На контрударе можно